Представьте, что у человека живет кот или собака, неважно, любое живое существо. Оно любит его, привыкло к нему всем сердцем, дарит человеку свою любовь. И вот человек умирает. И знаете, страшно даже представить, что чувствует домашний любимец. А если родственники его хозяйки жестоки, то спасения нет. Сегодня будет история про трагедию одной маленькой жизни. Кот прожил душа в душу со своей хозяйкой 19 лет. Представляете, целых 19 лет. Обычно коты столько не живут, но при хорошем уходе это возможно. Родственникам женщины было плевать на бедное животное. Они занимались дележкой ее квартиры. Кота они выбросили в подъезд. Работники зоозащиты приютили кота к себе, но его трагедия была настолько велика, что его бедное сердце не выдержало. Эта история сразу выбила работников приюта из колеи. Они никак не могли осознать, как можно выбросить старого кота, которого 19 лет гладили руки твоей только что умершей матери. И долго не решались, стоит ли рассказывать о произошедшем. Это рвет сердце, мозг, написали работники зоозащиты. Безумно жалко. Жалко животное, жалко, что они не смогли дать больше, а ведь так хотелось. У кота случился инсульт. В тот день, к счастью, в приюте был наш врач. Реанимация. В 1000-й раз молим Бога и благодарим вас, что под рукой были все нужные препараты. Но всего лишь одни сутки. Это просто трагедия, написали работники приюта. Накануне сотрудники зоозащиты уезжали с работы очень поздно. Было тревожно. Кот в сознание так и не пришел. Так что то, что они увидели с утра, было вполне предсказуемо, хотя принять случившееся от этого нисколько не легче. В операционке, где поселили на грелочке брошенного людьми старика, живут еще 2 собаки. Первое, что увидели зоозащитники, зайдя рано утром в помещение, встревоженную старую собаку по кличке Сонька, которая обычно почти не встает со своего места. Она с криком подлетела к нам, потом носом к клетке и выла, показывая, что там беда. Очень старый кот и очень старенькая собака, которая мечется около клетки, пытаясь хоть чем-то помочь тому, кому помочь уже невозможно. Кот 19 лет, прожив с любимой хозяйкой, умер после ее смерти под дверью дележа квартиры. Возможно, наследники имущества об этом так никогда и не узнают. Вот такая трагедия. Трагедия одной маленькой рыжей жизни. Трагедия одной большой любви человека и кота. И трагедия нашего общества. В этой истории 2 беды. Люди, которым плевать на все, их интересуют лишь деньги, и они убирают все на своем пути. Самое обидное, что они даже не узнали, что их поступок привел к смерти кота и бедный малыш, сердце которого так жестоко ранили.